в этой серии. Сегодня мы строим разведчик. Кажись, ему конец. Так. Добрый день, дамы и господа. Да, маленького они очень быстро выносят. Вот он теряет контроль сразу же и все. И у этого уже, в принципе, скоро упадет щит. Хо-хо-хо! Офигеть! Все, удачи тебе. Развлекайся с ней. Хлоп. У нас появился Discord-канал. Заходите, общайтесь. Ссылка в описании. Итак, доброе всем утро. Сегодня я планирую начать заниматься тем, о чем говорил в прошлый раз. Я уже прям все подготовил к тому, чтобы заниматься вот этими кораблями, но неожиданно появился сигнал. И мне пришлось туда лететь и захватывать корабль. Все, теперь мы опять же возвращаемся к этим двум кораблям. Напомню, если кто пропустил, есть первый вариант, это дрон. Я у него убираю пушечки, делаю его автономным, меняю на нем ускорители, чтобы они могли работать на Луне. И делаю все, чтобы он был хорошим, маленьким, компактным, дешевым дроном, которым можно управлять с Немезиса, к примеру. То есть я буду сидеть внутри, антенна будет работать на кучу километров, и я буду управлять этим дроном. Это первый вариант. И второй вариант — это корабль на водородной основе, то есть тут стоит водородный бак, водородные ускорители, возможно, я их поменяю на более крутые ускорители. Не знаю, надо будет как-то проверить этот корабль, возможно, переделать его, тоже сделать, чтобы он мог искать руду. Это основная их задача, они мне нужны для поиска руды. Суть в том, что моя база находится здесь. В центре я планирую поставить большую турель, и по бокам я планирую поставить еще защитные аванпосты, которые будут защищать, в принципе, всю эту базу. Но для этого нужно куча ресурсов. Ресурсов у меня особо много нету, есть некие проблемы, и искать их проблематично. То есть вон какой-то корабль, тут корабли где-то летали. Вот, поэтому мне нужен вот такой вот маленький корабль для разведки. На нем я найду руду, и уже после этого полечу туда и добуду ее на буровом корабле. Вот. Поэтому, я думаю, приступаем уже к этому всему. Итак, вот в чем суть. Начинаем мы с дрона, потом переключимся на кораблик. Для начала я вылетел с безопасной зоны, чтобы у меня была возможность все это делать. И делать я это все буду в ангаре Немезиса, так как в нем я хотя бы хоть как-то себя чувствую под защитой. Вот, что мы делаем? Для начала меняем ускорители на гибридные. Ставить водород я сюда не вижу смысла. Здесь слишком мало места для водородных ускорителей. Поэтому пока что просто меняем ускорители, которые тут уже стоят, на гибридные. Также выпиливаем вот эти вот оружки, потому что, мне не нужны эти рейлган пушки на разведывательном корабле. Это полностью разведывательный корабль. Он должен быть дешевый, удобный и компактный, я считаю. Все, я это все делаю и показываю вам. Так, я услышал заветное пилинь-пилинь от риверов, думал, это уже в меня летят, а нет. Какой-то маленький кораблик риверов летит вон туда. О, так это станция. Я думал, это корабль. Кажись, ему конец. Как же его швыряет туда-сюда. Он довольно-таки быстрый, кстати, этот кораблик риверов. Это надо будет учесть. Давай, втаранься. Эх. Чё тут стоит? Понятно. Все? Походу все. Так, продолжаю заниматься дроном. Итак, я готов презентовать первую версию этого дрона. Как вы помните, он был куплен на этой станции, и это был
типа боевой дрон, который сам отконнекчивается от корабля и включает свои ИИ-системы и летит, ну, типа, защищать твой корабль, что-то вот такое. Я думаю, у него такая была задумка, но я его переделал под просто разведдрон. Соответственно, в дальнейшем я смогу установить здесь и здесь какое-нибудь вооружение. Пока что здесь стоит детектор для руды. Также антенну перенес спереди вот сюда, я ее, короче, перенес. И заменил ускорители. Потому как дефолтные ионные ускорители, они довольно-таки слабые, и дрон довольно-таки медленный. Я надеюсь, эти ускорители никак не скажутся на его автономности. В принципе, тут стоит 2 батарейки. Также тут есть куча места вон там, вон там, вон там. Короче, со всех сторон есть куча места для маленьких батареек. И, возможно, я где-то установлю здесь реактор, но посмотрим, как он летает в этом состоянии. Внешний вид у него, конечно, не финальный. Посмотрим еще на это все. Возможно, тут что-то будет переделываться. Так, а давайте теперь запустим его. Как я говорил, это дрон, который сам запускается, сам включает у себя все системы, и при соединении с кораблем он сам все вырубает. Поэтому пока что мне приходится запускать его через кнопочку. Кнопочка переключает вон там стыковку, и дрон запускается. То есть сейчас у него выключена антенна. Я нажимаю, оп, антенна включилась, это включилось, все включилось. И в чат вот он написал Drone Launched. Вот. Это такая система у этого дрона. Соответственно, когда я им управляю, к примеру, я могу подключиться, то есть нажать вот на единичку, я подключусь, и, соответственно, он все выключает. Это круто, это прикольно. Но это чуть-чуть неудобно для меня, потому что мне всегда придется самому его отсоединять, самому подсоединять. Короче, ерунда. Давайте проверим этот дрон. Запускаем дрон, подключаемся к нему и взлетаем. В принципе, можно будет туда слетать, но давайте пока что не сильно далеко отлетать от Немезиса. Проверяем его ускорение. В принципе, ускорение, конечно, нормальное, но что-то какое-то оно маленькое. Автономность час. Ну, неплохо. Так, опять же, не забываем, нельзя далеко отлетать от Немезиса. То есть, вот стоит Немезис. Он раздает сигнал антенны. Сигнал идет на 2,5 километра, и в этих пределах я пока что могу улетать. В дальнейшем мы поменяем это все и сможем летать дальше. Какой-то кораблик летит. Ну, хорошо. Хорошо, пусть себе летит. В принципе, я тут чуть-чуть полетаю, посмотрю, как он справляется с этим всем. И увеличу дальность антенны. Я думаю, мы попробуем спуститься на Луну. Посмотрим вообще, может ли он летать на Луне, может ли он нормально там находиться. Это, конечно, будет фиаско, если он не сможет. Но я думаю, мы попробуем. Да уж. Конечно, гибридные ускорители прикольны тем, что не расходуют топливо, а расходуют только энергию, но какие же, блин, они слабенькие. То есть мне, к примеру, чтобы нормально летать, чтобы тормозить, нужно прям много времени. Для каких-то быстрых действий, конечно, этот корабль не подходит. Но в любом случае, это пока что прототип, это самая-самая первая версия. Посмотрим на него в деле. Вообще он нужен просто для разведки, и мне кажется, он довольно-таки дешевый в постройке. Так, попробуем законнектиться. Ставим на эту линию кораблик. Включаем вторую камеру. И, кажется, куда-то вот сюда вот нужно спуститься. Вот, написано прокси, то есть я могу стыковаться, нажимаю единичку, и дрон пристыкован. Теперь я увеличиваю дальность действия антенны на Немезисе и на этом корабле. Немезис я, наверное, поставлю в безопасную зону, чтобы не прилетели какие-то риверы, как вон на ту станцию. И мы продолжим тестировать этот дрон. Итак, я нахожусь на Немезисе. Это второе кресло для управления кораблем. И запускаем. Отстыковываем корабль. Подключаемся к нему. Подрубаем вот эту камеру.
Так, окей. Я установил радиус на... Получается, сколько? 15 километров. Проверяем корабль. Да, он пустой. Я на нем выключил ИИ-блоки, чтобы они не конфликтовали с моим управлением. И выключил конвейерную систему. Конвейерная система нужна для дозаправки снарядами для всяких пушечек. То есть тут стояли рельсотроны, заряжались вот эти снаряды. Все, пробуем спускаться. Давайте еще секундная пауза. Я сохраню чертеж этого корабля на всякий случай, чтобы его не потерять, так сказать. А вдруг он неудачно приземлится или меня там подобьют, что-то такое. И продолжаем. Итак, чертеж сохранен. Подключаемся к дрону. Врубаем его камеру. И пробуем спускаться вниз. Давайте я, наверное, это буду делать поэтапно. Вот так, спускаемся, вырубаем гасители. И включаем другую камеру, которая смотрит вниз. Все, потихоньку спускаемся. Буду сейчас тормозить на определенных расстояниях. То есть вот 2 километра. Все, полностью торможу, смотрю, хорошо ли справляются двигатели. Да, двигатели справляются хорошо. Окей, спускаемся ниже, я думаю, до километра. Так, расстояние примерно километр. Да, тоже все прекрасно. Хорошо. Тогда, возможно, даже не придется обращать внимание на двигатели. В общем, спускаюсь еще ниже и смотрим на работу самого дрона. Тут уже практически максимальная гравитация для этой Луны. 0,25. Вот, максимальная гравитация, последний тест. Посмотрим, не будет ли он падать, если я буду боком, скажем, летать. Или вот так. Нет, все прекрасно. Хорошо. Так, окей. Давайте тогда полетим в сторону аванпоста, посмотрим, что там происходит. Все ли там хорошо. Вон там какой-то сигнал маяка появился. В принципе, можно будет и его проверить. Я думаю, нам дистанции хватит. Блин, камера, конечно, сверху установлена, не очень удобно. Не всегда я могу видеть, нормально ли я пролетаю над рельефом. Но, в принципе, если летать довольно-таки высоко, я думаю, все норм будет. Так, приближаемся к аванпосту. Так. Добрый день, дамы и господа. Как вы тут поживаете? Все в порядке? Ну, и вот, к примеру, прилетел я сюда. Так, это какой-то... Ага. Прилетел я сюда. Здесь стоят вот такие вот коннекторы. Их можно поменять на маленькие. К примеру, прилетел я такой, оп. И пристыковался сюда. Вот, в принципе, это удобно. Но есть проблема. Проблема заключается в том, что у меня сейчас антенна на 15 километров включена. И все корабли, которые находятся в пределах 15 километров, меня видят. То есть, к примеру, как я вижу вот этот вот сигнал с этой станцией, так же самое и они меня видят. И если появится какой-нибудь ривер, он сразу же захочет прилететь ко мне и убить меня. И таким образом я могу привести ривер прям к себе на базу. А это ужасное решение. Вот, поэтому есть такая проблема с вот этим дроном. То есть я не могу без антенны обойтись. Я сам его пилотирую, я сам ищу ресурсы на Луне. И поэтому, да, в этом проблема. Так, я тут вижу какой-то маяк. Попробую туда пролететь. По идее, мне хватит дистанции антенны. Не, ну управляется он, конечно, классно. Да, есть проблемы с ускорением. Ну, точнее, с замедлением. Стронг сигнал какой-то. О, кстати, что-то похожее я недавно зачищал. Вот это вот оно точно такое же появилось. Так, 9 километров от Немезиса, в принципе, все нормально. Давайте наберем высоты и посмотрим, что это у нас такое. Может, это какой-то корабль разбившийся. В принципе, сигнал нейтральный. Не думаю, что они вдруг начнут по мне стрелять. Слушайте, кстати, тоже неплохой такой кратер для постройки базы. А, ну, понятное дело. Там построена база чья-то.
Так, появилось 2 каких-то корабля. В принципе, они не смотрят в эту сторону. Блин, неплохое такое место тоже вот для базы. Примерно то же самое, что и я выбрал, но тут есть вот такой вот огромный кратер. Я вот не знаю даже. Возможно, стоит куда-нибудь сюда переехать. А здесь парковать Немезис. Сделать для него тут такую вот местность. И просто приземляться сюда на Немезисе. Было бы, конечно, забавно. Ну ладно, я уже построил свою базу и буду ее развивать. А здесь я за ресурсами. Поэтому ищем ресурсы. Да уж, местность тут плохая. Я думаю, нужно отлететь подальше от льда. Там у меня будет больше шансов найти какие-то полезные ресурсы. Так, допустим, здесь. Снижаемся пониже, потому как детектор работает всего лишь на 50 метров. И ищем ресурсы. Так, в общем, я тут полетаю по этой местности, посмотрю, есть ли тут где-то какие-то ресурсы, и если что-то найду, к примеру, как вот сейчас, железо, я это все... О, кстати, железо и золото. Супер, супер. Вот, я это все буду отмечать, буду все это запоминать, и после этого мы пойдем это все добывать с помощью бурового корабля. В общем, испытываю этот дрон, проверяю, как он летает, как он ищет ресурсы, и возвращаюсь к вам. В общем, вот такой вот список ресурсов пока что. Серебро, кобальт, железо, никель, железо, золото, магний, кремний. Вот. И пока я тут летал, 1,5 километра, я нашел какой-то красный сигнал, я так понимаю, это именно вот это вот Smiths Processing Company, это вот оно. Давайте, наверное, посмотрим как-то на это все. Блин, ну оно все в темноте находится. Я вот даже не знаю. Попробуем, короче, чуть-чуть подобраться поближе и посмотрим, что это такое, где оно находится, и что оно из себя представляет. Так, вот оно. Я ничего не вижу. Правда, я тут ничего не вижу. Только маленькие какие-то вот пятна и все. Ладно, в любом случае, я пока что тестирую кораблик. Можно, кстати, с этой камеры посмотреть. Ничего особо не поменяется. Вот, я тестирую кораблик. И самое прикольное это то, что я физически нахожусь на Немезисе и в любой момент могу сделать что угодно. И потом опять же подключиться к дрону. И вот он. Вот он, этот дрон. Могу полететь там в другое место и так далее. И, кстати, если я все правильно понимаю, я могу взять вот этот блок, который служит удаленным управлением, и включить автопилот. Мы выбираем этот блок, говорим ему в один конец, точка маршрута. Блин, у меня, кстати, нету сейчас там точки маршрута. Хорошо, давайте я тогда вот так вот сделаю. Добавил точку маршрута Луна-станция. Открываю дрон. Вот, Луна-станция. Добавить. Вот, точка маршрута выбрана. Лимит скорости, допустим, 100. В один конец. Ага, все. Хорошо. И теперь, по идее, если я нажимаю на кнопочку 1, включается автопилот, который будет сам лететь в ту сторону. Ага, я не могу включить автопилот, так как я... Ой-ой-ой. Риверы. Короче, ладно, я в любом случае отсюда сваливаю. Вот, по идее, автопилот можно включить, и он сам вернется домой. Но в данный момент я им управляю, поэтому это не совсем так работает. Скажем, если я перестану им управлять и просто зайду вот сюда через терминал, выберу этот блок и включу ему автопилот, то он должен лететь ко мне. Да, вот. Вот мой дрон летит. 2.2, 2.1. Ну вот, супер, автопилот работает. Короче, если это все нормально настроить, он будет сам автоматически возвращаться ко мне на базу. То есть, видите, дистанция сокращается, и он сейчас уже будет буквально возле меня. Вот, после этого автопилот мы выключаем, переходим в управление.
Та-да! Я уже возле Немезиса на станции. Блин, это клево, это клево. Это нужно настроить, это нужно развивать. Но существует проблема, и эта проблема называется риверы. У меня сейчас включена антенна на 15 километров на Немезисе и на этом корабле. И в любой момент меня мог засечь ривер и... Подожди, это не ривер! Это не ривер, это не фракция риверов. Блин, это тот самый корабль. Короче, ладно. Маленькое отступление сейчас будет. Давайте закончу мысль про риверов. Если бы это был настоящий ривер, он бы меня засек, и он бы полетел за мной, и я бы его привел ровно сюда, на эту станцию, и у меня были бы проблемы тут с ривером. Вот, как это было ранее, как меня тогда вытолкнули из безопасной зоны и так далее. Вот. Эта проблема, ее нужно как-то решать, и нужно как-то вот этот вот автопилот настроить, чтобы это все было шикарно. То есть, к примеру, допустим, мне нужно, там, не знаю, золото. Там вот у меня источник золота где-то закончился, мне нужно золото, я спускаюсь опять же на планету, нахожу, к примеру, где-то там источник золота, все. Дрон свою работу выполнил, и я просто нажимаю одну кнопочку, врубаю автопилот, и дрон берет и прилетает вот сюда. То есть мне не нужно за ним следить, он сам сюда спокойно прилетает, и тут остается где-то стоять, вот, к примеру, вот так. А я в это время беру буровой корабль, спускаюсь на планету и добываю себе все необходимое. Вот. Такую концепцию, мне кажется, я вижу у дронов, и это довольно-таки прикольно. И я попробую это как-то поразвивать, но прежде чем всем этим мы займемся, давайте перейдем к вот этому кораблю. Так, и теперь маленькое отступление. Корабль, которого я только что испугался, он называется Ривер, но на самом-то деле это имя, которое у него там отображается. На самом-то деле это River Destroyer, судя по его вот названию сверху, как вы можете видеть. И я вспоминаю этот корабль, я его видел уже очень давно. Еще буквально как только я строил станцию Эхо, как только я начинал ее строить, там был точно такой же корабль, и на него тогда, кажется, напали джанки или кто-то такой, я точно не помню. В общем, это прям крутой корабль. Мне тогда он очень понравился, и я даже сказал, что я бы хотел дружить с этой фракцией, так как у них есть корабль под названием River Destroyer. Вот, такой кораблик. Не знаю, можно было бы, конечно, подлететь туда на дроне, посмотреть на него, но я, опять же, не хочу с ними враждовать. Так, все. А теперь переходим к второму этапу, а именно водородный корабль. Так, в отличие от дрона, здесь будет совсем другой подход. То есть тут будут водородные ускорители, тут будет водородный бак, и тут будет, конечно же, кокпит. То есть, чтобы я сам мог управлять этим корабликом, сам буду летать по Луне и буду все это искать. Попробуем вот такой вот подход. В принципе, этот корабль я взял как базу. Он стоит довольно-таки дешево, стоит примерно же столько, сколько и вот этот вот дрон. Ну, по крайней мере, при покупке. Сейчас, понятное дело, цена у них разная, поэтому... Я думаю, сейчас полетаем на вот такой версии этого кораблика, посмотрим на его ускорение, посмотрим, как он себя вообще чувствует. 2 снизу, 1 сверху, 1 сбоку, 2 спереди, 2 сзади. Ага, короче, баланса у него чуть-чуть нету, но мы это подправим. Так, пробуем полетать. Ну, в принципе... Скорость набирает он неплохо, намного лучше, чем дрон. Соответственно, и тормозит он тоже намного лучше. Вот что до маневренности. Скорее всего, водородный кораблик будет куда маневреннее, чем дрон. Просто потому, что это водород. Водород довольно-таки мощный. Но у водорода есть свой минус. Его нужно пополнять постоянно. И это будет такая маленькая проблемка. Нужно будет следить за... водородом, следить за тем, как он потребляется и так далее. Так, ну, в принципе, да, мне кораблик нравится по управляемости, но давайте его чуть-чуть улучшим. Встретимся, как только я это сделаю. Итак,
Давайте посмотрим на этот водородный кораблик. Я ему поменял кабину, потому что эта кабина мне очень сильно нравится. И просто поменял ускорители на более крутые. То есть у него стояли вот такие вот обычные ускорители. Справа сверху видно цифру 98,4 килоньютонов. Это сила, с которой они у него работают. И потребление топлива тут 80 литров в секунду. Я установил вот такие вот ускорители. Тут сила в 2 раза больше, 196, но и потребление тоже в 2 раза больше, 152. Таким образом, я получаю в 2 раза больше силы, но при этом трачу в 2 раза больше топлива. Вот, я просто заменил ускорители, которые тут были, на более усовершенствованные, не стал добавлять что-то более супер крутое и так далее. Также я его перекрасил под цвет Немезиса, в принципе, так же самое, как и дрон перекрашен. Вот. И я все настроил. В общем, давайте протестируем его. Так, проведем точно такой же тест. Я более чем уверен, ему хватит мощности для того, чтобы летать по этой луне, поэтому сразу же снижаемся вниз. В принципе, можно даже чуть-чуть ускориться. Я прям уверен в этом корабле почему-то. Мне вот больше нравятся водородные корабли, чем какие-то гибридные или ионные. Да, кстати, почему-то, наверное, потому что я нахожусь в кокпите, но я могу смотреть, кто где находится и так далее. То есть, к примеру, вот, я на колесико мыши радаром переключаюсь и вижу станцию. Так, да, как я и думал, корабль спокойно летает возле поверхности Луны. У него вообще нету проблем с торможением, ускорением и так далее. И к тому же, этот корабль полностью без антенны, то есть у него ее просто нету. Она ему, в принципе, не нужна. Я сам лично нахожусь здесь и управляю им. Поэтому этот корабль более, можно сказать, стелсовый. Ох, боже, чуть не влупился в гору. Вот, этот корабль, можно сказать, более стелсовый, и это круто. Это круто. По сравнению с дроном, это круто. Так, опять же, прибыл я сюда. Мне кажется, это было намного быстрее, чем на дроне. Ну, в принципе, это очевидно. Так же само, как и на дроне, я могу спокойно сесть и дозаправиться, скажем, вот этот вот коннектор переделать под маленький и спокойно сесть дозаправиться. Но, кстати, на дроне не надо заправляться, на дроне надо заряжаться. Тут пока я летал уже минус 7% водорода. Окей, полетели дальше, посмотрим. Также я здесь установил камеру, можно, в принципе, летать с видом от третьего лица, с видом от первого лица, либо с видом от камеры. Полетели в сторону Солнца, потому что, хочу хоть что-то видеть перед собой во время полета. Ну, кстати, боковое ускорение как будто бы слабенькое. В принципе, это очевидно, а тут всего лишь один этот стоит ускоритель. Так как вперед и назад по 2 ускорителя, и снизу тоже 2. Это, возможно, надо будет улучшить. Вот, это так. Маленькие заметочки для себя делаю. Тестирую корабль. В общем, этот корабль намного быстрее, чем дрон. Это очевидно. Водородный корабль все-таки. Давайте проверим его в реальных условиях. Поищем руду. Вот я уже нашел тут какой-то кусочек. Вот, залежь. Никель, железо и что там третье? Тоже железо. В принципе, можно будет запомнить. Кстати, да, вот эти вот метки, то есть вот, оно такое желтенькое, оно более выделяется. Это залежи руды. То есть можно взлететь на такую вот высоту и именно что искать вот эти вот желтые метки. То есть вот, я вроде бы вижу желтое пятно. Давайте проверим его. Железо. Угу. Окей. Да, все правильно, значит, я понимаю. Блин, этот корабль намного удобнее в плане ускорения, управления. Мне это прям больше нравится, чем гибридные ускорители. То есть тут я прям чувствую, что я нажимаю ускорение, и корабль ускоряется. Но вот, кстати, боковые ускорители надо будет ему подправить чуть-чуть. Ему не хватает бокового ускорения. В общем, окей, я тестирую корабль, полетаю тут еще немного, поищу что-то интересное и продолжим. Итак, после недолгих полетов была найдена платина. В принципе, я думаю, у меня уже есть все необходимые ресурсы, которые вообще только можно пожелать.
Есть серебро, есть золото, есть магний, есть платина и по мелочи остальные ресурсы. Так что я думаю, с этим пока что можно заканчивать, с этой миссией. Блин, корабль мне прям нравится. То есть мне намного больше понравилось летать на водородном корабле, чем на гибридном корабле. Кстати, я на другой стороне Луны, это забавно. Корабль очень быстрый за счет водорода. В принципе, топливо нормально расходуется, то есть 64%, при том, что, ну, как видите, я уже на другой стороне Луны. Это прикольно. Также я могу выключить передние ускорители, и они перестанут тормозить. Соответственно, я могу просто лететь и корректировать курс. Кстати, я не могу наводиться на вражеские цели. Вон какой-то security outpost, но при этом я могу сюда наводиться. Это, видимо, я на станцию навожусь, ладно. В общем, да, как видите, чуть-чуть газанул и улетел из орбиты Луны. В общем, тест успешен. Возвращаюсь к Немезису и давайте это обсудим. Итак, вернулся я к Немезису, все припарковано. Теперь давайте поговорим про эти два корабля. Мне понравилось летать на водородном ускорении, то есть тут стоят гибридные, они потребляют энергию, поэтому тут стоит больше батареек, но тут поэтому нету водородного бака. Соответственно, кораблик маленький, а этот кораблик довольно-таки крупный. Ну, то есть, да, тут можно вот эти вот декоративные блоки убрать, но все равно это не отменяет того, что тут стоит водородный бак, который как бы здоровый. Вот. Но тут я могу самолично летать, находиться в кабине, все вот это вот делать. И у меня не будет антенны, которая смогла бы меня спалить. Вот я думаю, у одного и второго корабля есть свои и минусы, и плюсы. И мне бы хотелось как-то эти минусы убрать, а плюсы оставить. И я так понимаю, все же для разведки мне нужен какой-то новый корабль, который придется конструировать самому, у которого не будет недостатков этих двух кораблей, и у которого будут только их плюсы. Я, конечно, постараюсь это все сделать, и плюс надо сделать его дешевым, чтобы это имело смысл, потому что, ну, я не планирую на эти корабли ставить щиты, чтобы как-то они защищались, как-то они выстрелы какие-то переживали. Поэтому, если сюда прилетает выстрел, этот дрон умирает. Если в этот корабль прилетает какой-то выстрел, скажем, в водородный бак, этот корабль тоже умирает. И суть в том, чтобы сделать их как можно дешевле. Поэтому давайте думать, давайте придумаем новый корабль, который будет соответствовать всем этим критериям. Короче, сейчас я подумаю, придумаю какую-то концепцию и начну это все строить. Пока что у меня есть какой-то вот такой вот концепт, то есть кабина, за ней O2H2 генератор, за ней водородный бак. Тут две просто штучки для удлинения, я потом покажу зачем, и здесь один основной задний ускоритель. Таким образом, корабль будет ускоряться за счет водородного ускорителя, но чуть позже я покажу еще основную фишечку этого корабля, как я вот смогу скрестить эти два корабля воедино. В общем, пока что концепция вот такая, продолжаем конструировать и смотрим, что получится. Итак, я думаю, настало время показать вам то, что я сделал. Прошло немало времени, я тут экспериментировал с кораблем и, в принципе, пришел к вот такой вот форме. То есть вот такая вот гладенькая форма, которая переходит вот так вот и заканчивается вот так. И вы спросите, а что внутри? А я вам скажу, а вот что, потому что я, до сих пор не закончил делать этот корабль. Короче, по сути, разбираем. Водородный бак, реактор, двигатель, куча, соответственно, тоже водородных ускорителей и куча гибридных ускорителей. Все они стоят по корпусу, все они плюс-минус забаланшены, пока что, мне так кажется. Далее, вот этот вот блок, вы видите, это вчерашний прыжковый прототех двигатель. Я его вчера кое-как еле-еле достал с того корабля и оставил... Ой-ой-ой.
Ну, в общем, достал его с того корабля и оставил его где-то там. Я уже не помню, если честно, где. Вроде бы возле Гермеса. Я его там оставил. И сегодня, соответственно, забрал и установил на этот корабль. Вот теперь у корабля есть прыжковый двигатель. Это очень клево, но для его работы нужно очень много энергии, поэтому был поставлен реактор. Вот, реактор будет делать всю энергию, а батарейки будут ее хранить. Тут стоит батарейка и с той стороны стоит батарейка. Также здесь установлена антенна, здесь установлен детектор руды, и все это красивенько закрыто блоками. Соответственно, мне осталось отзеркалить все эти блоки, которые стоят там на вот эту сторону. Также вот тут есть, точнее, вот тут вот есть небольшое место. В принципе, я вам могу его показать. Вот тут такое небольшое место. Туда можно будет установить парочку полезных ИИ блоков. Возможно, блоков управления и так далее. Короче, это надо будет еще обдумать. Что я вообще хочу видеть на этом корабле, как он будет функционировать. В общем, да. Работы тут довольно-таки много. В принципе, можно бы уже, наверное, протестировать этот корабль. Он, по сути, готов. Ему осталось только добавить брони и настроить его, конечно же, ну и добавить кучу всяких блоков функциональных, которые будут выполнять свою работу. А так, ядро корабля уже готово. Я думаю, сейчас я его подзаправлю, и мы на нем полетаем немного, посмотрим на его ускорение и так далее. Итак, я заправил корабль. Давайте посмотрим на него. Пришлось добавить несколько ускорителей, чтобы он нормально работал, так как я не учел, что без водорода он, ну, будет не летабельным, так сказать. В общем, смотрим на него. В принципе, разгоняется нормально. Если еще и добавить вторые ионные ускорители, думаю, будет вообще норм. Но проблема с расходом водорода. То есть я вот только что чуть-чуть газанул. У меня скорость сколько там? 130, 160. То есть, ну, разгоняется он довольно-таки, я бы сказал, слабо. И при этом расходует водород. То есть потребление водорода значительно больше, чем на том кораблике, на том втором, который я тестировал. Так, гироскопов, в принципе, вполне хватает. Крутится он довольно-таки бодро. Вопросы только к расходу водорода. Надо бы больше сделать гибридных ускорителей, чтобы он менее зависел от водорода и, в принципе, при этом набирал нормальную скорость. То есть в моих планах не всегда использовать вот этот вот большой задний ускоритель. То есть его нужно использовать только когда вот прям уже все, меня прижали и нужно очень резко, очень сильно ускориться. Возможно, стоит его заменить на более лучший ускоритель, но я насчет этого не уверен. Короче, давайте я подумаю, как тут можно что сделать, как тут можно улучшить ускорение, торможение, сделать корабль все-таки более автономным в плане водорода, то есть сделать его более гибридным, добавить больше вот таких вот гибридных ускорителей. Эти я просто поставил как эксперимент, но они крайне слабые, их не хватает. Поэтому попробую вот эти вот ускорители как-то сюда поставить, все это попробую как-то красиво сделать и посмотрим, что получится. В очередной раз, пока занимался кораблями, услышал заветное пилинь-пилинь от риверов, и опять же они летят не ко мне, и это очень хорошо. Теперь у них корабль побольше, и интересно, будут ли какие-то шансы у ривера на этот раз, потому что в прошлый раз, кажется, нападал вот такой вот маленький кораблик, и его довольно-таки быстро эта база вынесла. В общем, сейчас узнаем. Опять же, это к тому, почему я не хочу делать полностью автономный дрон, который будет сам летать, сам, ну, существовать. У него антенна. И антенна просто необходима для такого дрона. И, блин, в любой момент могут появиться просто риверы и вот так вот напасть на этот дрон. И было бы неприятно его потерять. Так, риверы начинают атаковать эту станцию. Вопрос в том, осталось ли там хоть что-то, что сможет защититься от риверов. Да, вот, появилась турелька.
И вон еще одна турелька. Ну, маленького-то вы вынесете, а вот этого вот... Это уже да. Да, маленького они очень быстро выносят. Вот он теряет контроль сразу же, и все. И у этого уже, в принципе, скоро упадет щит. Неплохая там база, значит. Хорошая на ней оборона, раз она спокойно противостоит риверам. Но проблема-то в том, что у риверов щиты, и риверы не получают сейчас урон, а база постоянно получает от них тычки. И рано или поздно эта база падет. Офигеть! Блин, Ривер, давай ты улетишь, и она будет бесконечно крутиться. Там же, ну, наверное, нету гироскопа. Не, кстати, она замедляется. Ну, я бы сказал, риверы победили. Потому что турели почему-то перестали стрелять по ним. Да, похоже на то. Похоже на победу риверов. Со второй попытки они уничтожили эту базу. Ладно, я возвращаюсь к кораблю. Так, возможно, у риверов сейчас будут проблемы, потому что они чуть-чуть в мой сектор залетели. Странно, что они, конечно, меня не видят. Видимо, из-за того, что у них есть вот эта цель. О, кстати, она падает на Луну. Офигеть. Блин, на самом-то деле я бы просто сейчас вынес этот корабль риверов, да и все. 11 метров, я думаю, ему одной ракетки спокойно хватит. В принципе, они меня не атакуют, но... Я думаю, как только та цель упадет и разобьется, они на меня переключатся. А тот корабль, в принципе, застрял чуть-чуть. You spin me right now. Да уж. Короче, жду пока что. В принципе, они меня не атакуют, я их не атакую. Просто я занимался кораблем в ангаре. О, это по мне только что прилетело. Это ты посмел это сделать, да? Короче, я занимался кораблем в ангаре и увидел, как ривер приближается. Думал, нападут. Пока, в принципе, все в порядке. Кстати, возможно, он тоже на планету упадет. Я этого не отрицаю. Возможно, ему не хватит ускорения, чтобы подняться. Хотя, блин, кого я обманываю? Ну да, он по мне стреляет. Ладно, мужик, в принципе... Ладно, я потрачу на тебя одну ракету. Если она, конечно, туда завернет. А она туда завернет. Все, удачи тебе. Развлекайся с ней. Хлоп. Вот это, блин, это интересная ракета. Она им сбивает щит, и такое чувство, что она имеет какое-то такое типа EMP свойство. То есть они на какое-то время отключаются. То есть, видите, он летел, у него была скорость около 30-ки, а теперь он просто полетел вниз камнем. У него скорость дошла до 90 метров в секунду, и все. Он упал на планету. Так, и теперь, если посмотреть, я ничего там не увижу, но я так понимаю, там разбившийся корабль риверов. Да, я нифига не вижу, нет смысла туда смотреть. 3,5 километра, это похоже на правду. Короче, вот и вам риверы. Все, продолжаю заниматься кораблем. Очередная стычка в этом секторе скоро произойдет. Корабль Правда против корабля Ривера, того самого, который все еще крутится на месте. Ну, очевидно, этот корабль выведен из строя, и никакой угрозы он не представляет. Но забавно за этим понаблюдать. Кстати, я так посмотрел по радару. Та станция, она упала где-то здесь. И ее можно будет потом найти. Так, что мы видим? Ага, он типа сохраняет дистанцию, да? Подлетел, пострелял, отлетел. А, нет, он просто пострелял и полетел по своим делам. Нормально. В общем, я думаю, что я закончил с кораблем. Пока что у него вот такой вот дизайн, минималистичный, полностью белый. Спасибо солнышку, которое все слепит. Кстати, прикольный такой вот эффект. Прикольно. Блин, и ведь реально становится темнее. Прикольно. В общем, вот такой вот кораблик. В
практически ничего не изменилось, все так же само, просто более равномерно все настроил и добавил недостающих блоков. Так, только есть одна проблема. Я очень сильно устал, я не знаю, я пару часов делал этот корабль, пару часов все это расставлял, поэтому надо пойти отдохнуть, а уже завтра, я думаю, мы полностью протестируем этот корабль. Да уж, там что-то явно происходит. Короче, все, подводим итоги и идем спать. Итак, сегодня мною был улучшен дрон, переделан в такой более разведывательный вариант, убрано у него вооружение и улучшены ускорители. Его я протестировал в реальных условиях. Далее у нас был водородный корабль, сделано было то же самое, он был переделан в разведчик и у него были изменены ускорители. Тоже протестирован в реальных условиях. И по итогу после этого всего я понял, какие у них есть плюсы, понял, какие есть недостатки, и было принято решение сделать вот такой вот корабль. В принципе, вы видите, что он из себя представляет. По сути, точно такой же корабль, как и вот эти два, только вместе. Плюс такая небольшой бонус, вот такой вот прыжковый двигатель. Это единичный случай, это единичный вариант. Потом я еще сделаю подобный корабль без прыжкового двигателя, просто как легкий дешевый разведкорабль. Все. Так как я делал это все очень долго, я еще не доделал. Как видите, я даже камеру до сих пор не установил. Вот, я очень сильно устал, поэтому продолжу уже завтра. Завтра я его полностью доделаю, и мы его испытаем в реальных условиях. Спустимся на Луну, поищем станцию, которая сюда упала, поищем корабль Риверов, возможно, он тут все еще лежит. Вон, кстати, какой-то security outpost появился. Короче, заданий у нас на завтра полным-полно, поэтому завтра мы полностью проведем тест этого корабля. Вот и все. В общем, возвращаю все корабли в безопасную зону и иду отдыхать. До встречи.